В данном видео вы увидите весь процесс изготовления и установки цельнотянутых гипсовых панелей. Данные панели в настоящее время пользуются большой популярностью в дизайне интерьера, так как отличаются своей универсальностью. Их используют как дополнение к классическим интерьерам, так и акцентом в современных и минималистичных дизайнах. Также преимуществом является гибкость размера, так как любой профиль при стыковке формирует цельную композицию. В работе используется гипс марки Г-16, производства Самарского гипсового комбината. Пропорции гипса к воде указаны на каждой упаковке. Они зависят от фирмы-производителя и марки гипса. Пластификаторов и добавок мы не применяем, так как данный гипс является очень прочным и предназначен специально для гипсовой лепнины. Компоненты смеси тщательно замешиваются. Когда гипс немного загустел, его распределяют по всей поверхности стола, на котором будут выполняться протяжки. Смесь наливают тонкой струей, так в процессе выходит часть воздуха. Дают гипсу немного схватиться на основе, затем приступают к первым протяжкам. Мастер шпателем распределяет гипс по профилю протяжки и начинает изготовление. Нож срезает излишки гипса, формируя необходимый рельеф. Первые протяжки являются черновыми и формируют основу панели. Мастер собирает излишки и повторяет протяжку. Количество протяжек зависит от сложности профиля. В ходе работы нож периодически очищается от остатков гипса, чтобы следующие протяжки получались без дефектов. Когда основа сформирована и гипс начинает застывать, мастер готовит жидкую смесь. Тонкой струей смесь наносится на заготовленную основу. Так во время отливки выходит часть воздуха. Жидкая смесь заполняет все пустоты, позволяя довести гладкость рельефа до идеала. Перед каждой протяжкой на основу наносится небольшой объем жидкой смеси, и протяжка повторяется. В ходе работы нож очищается для четкости рельефа. Тяги выполняются до тех пор, пока не будет достигнута необходимая гладкость рельефа, без пустот и дефектов. Основа при застывании нагревается, ускоряя схватывание жидкой смеси. При достижении идеальной четкости основу оставляют застывать. В это время мастер шпателем очищает железный профиль, устраняя все оставшиеся излишки гипсовой смеси. Для удобства установки и транспортировки панели подрезают в нужную высоту на этапе изготовления. Гипс как в сыром, так и в просохшем виде без проблем пилится обычной ножовкой. Мастер отмечает на заготовке необходимую длину и производит подрезку. Затем убирает все излишки гипса. Затем аналогично подрезает панель с обратной стороны. На объект доставляются готовые панели необходимой длины и ширины. На задней части каждой панели мастер наносит насечку для лучшего скрепления с поверхностью стены. На стену также наносится насечка, затем грунтовка. Данные этапы увеличивают адгезию между стеной и панелью, что усилит фиксацию и предотвратит появление трещин на стыках в будущем, как это часто происходит с синтетическими аналогами гипса.
В работе используется клей на гипсовой основе Форман 41, производство Самарского гипсового комбината. Пропорции смеси указаны на каждой упаковке, они зависят от фирмы-производителя. Мастер наносит смесь тонким слоем. Клей схватывается очень быстро, в течение часа, поэтому его разводят в небольших количествах. Приступаем к установке панели. Необходимую по ширине панель с уже нанесенным клеем фиксируют на стене, дают клею распределиться по поверхности. Для дополнительной фиксации в панели делают потай для шурупов, чтобы шляпки не торчали над поверхностью. Затем вкручивают сами шурупы. Шурупы вкручиваются в профили в гипсокартоне. В бетонную стену гипсовые изделия фиксируются на анкера. Цельнотянутые панели, в зависимости от дизайна, располагаются во всю высоту стены, либо, как в данном случае, в стык к карнизу и плинтусу. В дальнейшем панели обрамят молдингом для завершения композиции. Все стыки и углубления шурупов будут зашпаклеваны гипсовой шпаклевкой до идеальной гладкости, затем окрашены в соответствии с дизайн-проектом. В других частях комнаты несколько профилей установлены в стык друг к другу, что создает эффект цельного изделия. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте интересующие вопросы. Посмотрите также другие наши видео, в которых мы делимся процессом работы и различными тонкостями изготовления силиконовых форм, гипсовых и полиуретановых изделий.